Привет, привет! День номер 79. Сегодня основные занятия – это изготовление штукатурного инструмента и монтаж вот вчерашних вот этих карнизиков. Саша пришла раньше, она уже там слышно шуршит. Пойдем посмотрим, что она там, чем занимается. Саша здесь занимается подгонкой старого карниза под новый существующий, под вот этот. Естественно, там есть немного разницы, и она подшкуривает. Нам нужно, чтобы сошелся вот угол, вот там. Вот. Так как Саша пришла раньше, а я пришел позже, я занимался роликом. Я думаю, что кто пробовал это делать, тот знает, сколько времени это занимает. Один такой ролик занимает у меня 3-4 часа. Это без времени съемок, чисто вот обработка, монтаж. Так вот. Пока я там дома занимался, Саша пришла и уже замонтировала вот эти вот части углов. Это такие углы Франкенштейна у нас. Очень круто. Классно. Мне очень нравится. Отмазывать потом будем. И, кстати, про отмазку. Момент такой, да? Я думаю, многие заметили. Вокруг розеток вот такие оставлены пробелы, да? Собственно, как и здесь. Это делается для того, чтобы подмазать потом гипсовой смесью. Гипс чистый, либо гипс со шпаклевкой, неважно. Но если приштукатуриться к старому гипсу, будь он даже прогрунтованный, то очень высокая вероятность растрескивания примыкания вот этого. Там, где примыкает розетка. Оправданное действие – это сначала штукатурка, оставляем, высыхает и потом только замазывается примыкание. Действуя наоборот, высокая вероятность трещин. Именно в примыкании. Плохо к гипсу штукатурка. Саша занимается грунтованием. Перед установкой карнизиков мы сначала прогрунтуем. Нам доступная грунтовка – это Тиффингрунт. Одного раза будет достаточно. Подождем полного высыхания. Пару часов хватит, наверное. И будем уже устанавливать. Прежде чем мы займемся изготовлением штукатурного инструмента, подобного этому, пару слов про вот эти вот вещи. Сергей Щеткин, наша информационная поддержка. Сергей, большое вам спасибо. Сергей нашел информацию, которая касается вот именно инструмента. Об этом чуть позже, об этой частичке. Инструмент, скорее всего, это мастерок печника. Он маленький, им можно везде подлезть, где-то в глубине работать. Раствора для печника много не нужно, ему не нужен огромный мастерок. Скорее всего, да. Скорее всего, это мастерок печника. И я думаю, потому что на картинке здесь цевье вот маленькое, а здесь цевье вот такое длинное. Я думаю, что, возможно, их было несколько. Был набор, некий набор. У печника был набор, где вот это цевье, оно могло быть длиннее, короче, и еще там вообще без него, просто прямая лопаточка такая. Вот такие вот мысли по этому поводу. Скорее всего, инструмент потерялся, потому что он, еще выглядит, как будто им еще что-то можно делать. Он не треснул, нигде не сломался. Рукоятка. Да, скорее всего, рукоятка от времени растрещалась. Но этому предмету больше 100 лет. Больше 100 лет предмету этому инструменту. А вот эта часть, это, скорее всего, что-то наподобие ручки от калача. Ручка от калача, вот это выражение «дойти до ручки». Я вот сам недавно о нем узнал, может, кто не знает. Ручку калача выбрасывали по гигиеническим соображениям. То есть грязной рукой идешь по городу, покупаешь в лотке калач, его съедаешь, тебе остается ручка, ручку выбрасываешь собакам или нищим. То есть человек, который дошел до ручки, он не может себе купить калач, и он вынужден есть на уровне с собаками, есть вот эту ручку калача грязную. Вот такие вот дела, дойти до ручки. И вот эта штука, это что-то, скорее всего, ручка от калача, то, что предназначено на выброс. Сергей предположил, что это транспортировка, либо изготовление при обжиге в печи. Когда керамическую деталь обжигали, естественно, это часть какой-то керамической детали, возможно, при постройке печи использовалась. Печь
в этой квартире есть, я ее вам просто не показываю по соображениям конспирации. Но она здесь есть, она очень красивая. И это, скорее всего, какая-то деталька от нее. То есть что-то транспортировалось, либо обжигалось. Скорее всего, был некий паз, который вот удерживал какой-то, может, изразец, может, кирпич какой-то, может. Как Сергей правильно заметил, в то время в доме не было ничего керамического, вообще ничего. Чугунные ванны, чугунные трубы. Керамическая могла быть только деталь печи. Вот. Ладно, отложим в сторону и перейдем к изготовлению инструмента. Да, и при этом Сергею Щеткину большое спасибо. Сергей, большое вам спасибо за помощь в идентификации предметов. Сейчас займемся изготовлением вот таких вот инструментиков разных конфигураций. Я не знаю, как это правильно назвать. Кто знает название, кто такой матерый штукатур, скажите, как это называется, пожалуйста. Пожалуйста, скажите, как это называется. При мне вроде бы штукатуры называли это усенок. Усенок – это внешний угол стены, карниза, например. Это усенок, внешний угол. Внутренний угол. Вот такой внутренний угол. Это лузг. Как бы, но почему-то вот такие вот подобные штучки называют усенками. Вроде бы это усенок. Ну, можно назвать малкой, но это вроде как бы не малка. Не знаю. Просто вот такой вот инструмент. Он очень удобен. Он позволяет работать как вот этой режущей как бы частью, так и вот этой частью. По-разному подрезать, прирезать, вычищать. Классная, прикольная штука. У меня есть масса обрезанных грязных правил, и из них буду нарезать какие-то инструменты подобные. Ну, чуть-чуть других конфигураций. Ну, как бы придумал, как будет удобнее. И встает вопрос закрепления деталей на столе, потому что мне надо резать болгаркой. Это то еще занятие, резать болгаркой алюминий. И надо как-то закрепить. Вот я специально положил здесь. Вот такие у меня есть вещи, только чем я могу закрепить. Вот. Вам по ту сторону экрана будет сложно сориентироваться. Я их держу в руках, мне удобнее. Я придумал способ крепления, как закрепить их, чтобы можно было удобно резать. Сейчас сделаю и покажу. Вот промежуточно фанерка, брусок. И еще этим бруском с этой стороны зафиксирую. Вот. Здесь зазиньковал и саморезы в ту сторону. Мне надо расположить... шумишь. Мне надо расположить тиски вот так, чтобы я мог работать вот так. Так, приспособление наше готово. Это достаточно крепко, это хорошо. Этот зажим мне не нужен. Одним я прижал вот эту розетку, чтобы она не дергалась там. Все приготовили. Хорошо. Идем дальше. Так, теперь надо вот это правильце, вот этот огрызок правильца, теперь надо как-то вот здесь зажать. И как это сделать? Угу. Мы применим хитрость. Вот такую хитрость применим. Опа! И мы получаем клин. Мы получаем клин. Мы без проблем сейчас его зажмем. Вот сюда. Отложил эту в сторону, потому что я предполагаю сделать ее прямую. То есть просто прямой брусок такой будет. Срежу вот так и оставлю прямую. Ну, как бы понятно, прямую просто. Возьмем другую, возьмем вот эту, где предполагается отрезать как раз вот эту П-подобную часть, оставив вот так. Ребро оставляю открытым, чтобы видеть его. И теперь зажму. Так, а я разжимаю или зажимаю? Я вот не пойму, что я делаю, разжимаю или зажимаю. Зажимаю все-таки. И теперь наденем сюда. И посмотрим, будет ли какое-то движение тут неправильное. Надо чуть ближе, вот так. Вот так. Ну, нормально. Это достаточно хорошо. Крепко. Здесь я проверну чуть больше, чтобы она не смогла выскочить мне сюда, вот эта вот подвижная часть. Теперь я честно-честно надену очки, потому что резать алюминий — это то еще занятие. И одежда вот закрытая, руки.
сильно отлетает, рвет прям, алюминий рвет. Вот такие очки сейчас как-то попробую надеть. С камерой все вместе. А, не, нормально, нормально. Как-то надел. Они, наверное, будут шуршать там об камеру, ну, тут будет шумно. Ладно, все, настроил, нормально. Теперь застегну кофточку эту, чтобы чего не вышло. И сейчас попробуем порезать. И, наверное, рукоять не надо. Попробуем так. Ну, в общем, ход понятен. Я прорежу с этой стороны, переверну и прорежу там. Прорезал одну часть. Ну, отломить, наверное, может получится. Не получится. Надо все-таки резать. Теперь переверну. Как бы это сделать? Нет, вот так. Вот так правильно будет. Тут ничего не видно. Хотя нет, видно. Вот ребро. Вот ребро, и я пойду от него в сторону. Понятно. Вот заготовка. Ну, видно, да? Заусенцы такие. Так, пришлось все-таки добавить рукояточку. Здесь удобнее с рукояткой резать эти углы. Я фактически все зарезал. Последний вот уголочек покажу. Так. Линия у меня видна отсюда. Я режу отсюда. Значит, мне надо сделать вот так. Вот. И надо хорошо следить, чтобы вот это вот клинящие провильцы, вот этот клин, чтобы не попал под рез. И, кстати, диск тонкий здесь. Если будет толстый диск, будет рвать такими кусками этот алюминий. Ужасными просто. Надо тонкий диск обязательно для такого реза. Вот, все приготовлены. Сейчас буду сошлифовывать вот эти вот заусенцы, то, что не дорезал. Ну, поменяю диск при этом. Так, один попробовал. Вот как-то так. Надо дорабатывать напильником. Так. И здесь сейчас попробуем вот этот. Вон прям жирный заусенец. Все-таки не получится за раз болгаркой. Надо просто потом развернуть тиски и уже напильничком нормально снять. И наждачкой обработать, чтобы убрать все острые края там и так далее. Ну, сейчас видно, наверное, не будет. Тут не такой свет, чтобы было видно. Попробуем. Ладно, что. Ну вот. Дальше работа для напильника осталась и наждачки. Здесь тоже напильником обработаю. Вот. Тоньше у меня уже, наверное, не получится. И хорошо так отлетает от вот большого круга, от толстого. Я поменял круг, он толстенький такой. Уже такие куски летят нормальные, алюминия. В процессе выяснил, что все-таки я неправильно вот таким движением делал. Проще делать вот движением вперед, как бы подавать материал на вращение. Но диск при этом страдает. Вот так вот. Диск при этом хорошо пострадал. И покоцал провильце свое старенькое. Чуть-чуть. Соскочило чуть-чуть. И вот. Допустил такую коцку. Жалко. Но ничего, ничего. Это штукатурный инструмент, не шпаклевочный. Нормально. Нормально. Попробуем. Вроде как получше. Но все равно надо шлифовать еще. У меня здесь нет на этой квартире ленточной машины шлифовальной. Ну, я вручную как-то сделаю, я думаю. Дела обстоят намного лучше. Оказалось, здесь были вот эти вот шлифовальные диски. Вот. Это же проще, чем напильником. Зачем напильником? Ну и мне точность особая не нужна, как бы. Вот так же зажал. Вот.
И сейчас пошлифуем. Угу. Чуть-чуть осталось, но это не важно. Ну и вот так. 120-я бумага. Фасочку чуть-чуть сниму. Вот так. Фаска не нужна, ну, чтобы не пораниться. Зачем? Это грубый инструмент, в первую очередь, грубый инструмент. Он очень грубый, невоспитанный. Угу. Ну и сейчас все сделаю, покажу потом. Сделал я инструменты, и что я подумал? А я же не сказал, зачем эти инструменты. Кто понимает, тот понял зачем, а кто не понимает, что это такое вообще, зачем они нужны, вот эти штуки. Это инструменты для обработки штукатурных карнизов, конкретно штукатурных карнизов, и их сопряжений, углов. Они удобнее, чем шпатель, потому что их можно взять двумя руками, и пальцы, вот, они находятся близко к линии, которую нам нужно контролировать. Шпатель так не обхватить. И они тверже, чем шпатель, они твердые. Плюс у них у всех есть вот эти вот такие грани. Здесь у всех 90 градусов. То есть можно что-то подрезать, перерезать и так далее. Это очень манипулятивный, прикольный инструмент, но я не знаю ему названия. Вот. Это инструмент для обработки штукатурных карнизов. Работает им инструментом, вот конкретно вот этим блоком, потому что здесь просто бруски. Работа конкретно этим блоком инструментов ведется в момент, когда раствор уже не мягкий, но еще не встал. То есть в момент застывания раствора, когда его можно подрезать, приминать. Они обливаются водичкой и вперед подрезаешь и так далее. Вот такие всякие места, углы, сведение карнизов, где есть утрата, например. Чтобы не брать длинное правило, потому что может быть искривление. Мы берем короткое и работаем им. А вот в этом углу мы его сделали. У меня руки не доходили просто. Мы уже сделали его. У нас здесь присутствовал только вот здесь кусочек. Здесь ничего не было. И мы двухметровым правилом вот как бы сводили. Но удобнее всего вот такие вот места, вот такие углы делать именно таким инструментом. Намного удобнее, чем шпателем. Значит, вот они, по ранжиру. У нас был только вот такой, и случайно кусочки были, получилось даже в размер, там, на 10 сантиметров каждый больше. То есть можно работать таким инструментом в две стороны, вот так. Как угодно. Сюда в угол подлезть, сюда, ну, понятно, можно им сводить. Например, у вас выпал кусочек карниза, и идем по тягам. Вот по тягам идешь просто и обрезаешь. Хочешь туда режешь, хочешь вот так режешь. Вот такой инструмент. Подобный инструмент, но с прямым углом. Назначение этого прямого угла – это работа именно вот в углу, где есть желобки какие-нибудь, там выкружки, и где нужно их свести прямо в углу. Вот. То есть очень удобно подлезть туда. Здесь прямой угол, и раствор можно выбрать легче оттуда, чем если выбирать просто углом. То есть это чисто на правый и левый угол. Вот такое, просто вариации. Ну, это просто бруски для подрезания полок. Можно подрезать полку вот в этом сечении. Можно что-то заглаживать им. Можно резать вот так, вот этой кромкой. Вот этой кромкой идет рез. Вот так резать, либо резать вот так. И более короткий. Плюс бруски, и их еще один функционал, это ошкуривание. Надеваешь наждачку сюда, держишь ее руками и вперед. Этот инструмент готов, наконец-то, потому что я таскаю их за собой, эти обрезки провил, с целью сделать, и вот наконец-то их сделал. Я несколько месяцев они валялись. Я привез с другой квартиры там какие-то еще обрезки, не помню какие. В общем, это готово, и работу ими мы, скорее всего, покажем. У нас есть еще одно место, где вот они будут уместны, такие инструменты. Получается, обманул я вас, друзья мои. Не будем мы монтажировать, потому что Саше надо в бассейн. Бассейн сейчас по записи, и мы не успеваем вдвоем. А в одиночку я корячиться не хочу. Хотя можно было бы, но не буду. Нет, пойдем мы домой в 8 часов уже.
Детали мы приготовили, засверлили. Здесь подготовили поверхность, насечка, грунтовка. Саша еще сегодня целый день она шкурила вот этот вот тот же соответствующий карнизик. Она как бы перед этим шпаклевала, а сейчас прошкурила его и загрунтовала. Вот видно, что он мокрый. А вот здесь видно следы подрезки. То есть она сначала все как бы выровняла, а потом получилось так, что вот здесь в углу у нас новый не сошелся. И поэтому надо будет вот этот участок переделать. Вот так вот целый день она подготавливала вот эти углы и работала с этим маленьким карнизом. А в этой комнате она погрунтовала уже мультигрунтом. То есть здесь 2 раза тиффингрунт и 1 раз мультигрунт. Здесь подготовлено все под штукатурку. Ждем только высыхания деталей. Они не очень-то быстро сохнут. Да. А вот этот угол, будем на нем упражняться вот тем инструментиком, который мы сделали. Он выпал, к сожалению, да. Там вот эти двутавровые балки, и он не держался. Слабо держался. Ну, к нему подойдем чуть попозже. Вот так прошел наш 79-й рабочий день. Делали инструмент без названия и без цели. Ну, цель, конечно, выяснили в конце. Я небольшой такой любитель металлообработки, и я думаю, это было заметно, да. Мне что-то металл как-то мне странный. Поэтому мне вот как-то манипулировать инструментами металлообработки довольно странно. Ну, надо, значит надо. Ладно. Видео понравилось? Лайк. Не понравилось? Дизлайк. Ответы, вопросы, комментарии. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего.